Ниндзя. Комбини. Сначала заезжаем в комбини. Это прежде всего. Прежде всего кофе и бутерброд. Прямо нагло так станем у входа. Все нормально. Вон прям сразу бутики такие. Тыш-тыш-тыш. Здесь такое. Онигири уже действительно поднадоели немножко. Хотя, блин, вкусная хрень. Так, бутики вот эти не очень. Здесь онигири прям жирные такие. Такие стоят, вон, по 300 йен. Так, какой-то бы хот-дог, что ли, зажевать. Яйца, вон, смотрите, вареные. Сразу с солью. Да, прикольно придумали. Яйцо и сразу соль тебе, раз. Все нормально. Ё-моё. Когда есть выбор, нечего выбрать, знаете? И что взять? Фиг его знает вообще, блин. Нафига они это делают? Выбор есть, но реально нечего взять. Вот это, что это такое? Какая-то хрень, по-любому. Реально нечего взять. Все, возьму вот такую вот курятину на палочке. Текс. Вода сюда. Еда сюда. Все, поехали. За прицепом едем теперь. Вот этот комбини, это был Daily. Ну, тоже сеть комбини. И они разные есть, там, 7-Eleven там. Вот этот Daily раньше отличался тем, что у него были, как сказать, хлебобулочные изделия очень много. А сейчас как-то, я смотрю, уже почему-то нету. Ну, был прямо вот изобилие было просто выбора. А сейчас вообще чего-то нету. Ничего. Может быть, просто сильно рано утро. Сейчас 6 утра как бы. Может, они там в 7 выставляют на прилавке. Не знаю. Но, в общем, раньше было, я помню, прям много-много разной хрени. Вот наш типок выезжает. Такс. А нам надо прицеп на 7-м месте. 43,97. Так. А где наш 7-й? А, вон 43,97 есть такой. Подключилась. Сразу же аварийку проверяем. Так, контейнер тяжелый. Я уже почувствовал это. Тогда поднимаем вот этот. Нашу попу поднимаем. Вот здесь. Чтобы легко было крутить эту крутилку. Если тяжелый прицеп, то даже когда подсоединяешь его, из-за того, что он тяжелый, он давит сильно на вот эти лапки. И тяжело, первые обороты тяжело крутить. Воздух. Оп. Ого, аж дернуло как. А мы подсоединили там вообще? Да. Нормально. Лучше проверить на всякий случай. Все. Документики. Оп. Идем проверять. Надо ж лапки поднять. Поднимаем лапки и проверяем прицеп. Point. Текс. Это все нормально. Туфли раздал. Так, здесь нам не пройти. С той стороны сейчас обойдем. Здесь есть.
Все на месте. А? Чего? Нормально. Поехали. Друзья, всем привет. И сегодня мы на работе. Сегодня мы едем в Опу. Просто в Опу, я так понимаю. Так как какой-то завод, значит, заказал контейнер. Но там такой проезд, и они контейнер еще никогда не заказывали. То есть к ним заезжали грузовики 10-тонники, а полуприцепы, вот как я, никогда не заезжали. И они об этом сообщили уже в нашу фирму сразу же. Там у них получается заезд какой-то вообще супер-пупер узенький. Мне тут напечатали, значит, карту, я тут начал смотреть, ну вроде все нормально. А вот именно заезд смотришь, и все. Вот тут вот, это развилка, понимаете, да? Мне вот надо вот сюда вот. Представляете? Но так как 10-тонник, если заехал по ширине, я такой же, как 10-тонник, по длине длиннее, но 10-тоннику тоже для поворота. Там поворот, вот там заезд, вот в это, то, что Опа я вам показал сейчас, узенькая. Там заезд и сразу поворот. И 10-тонник, ему тоже место надо, чтобы повернуть. Но мне надо радиус. Короче, хрен его знает. Будем ехать, будем смотреть. Мне сразу же в фирме в моей сказали, если ты типа не проезжаешь, там просто останавливайся и вызывай вот эту вот завод. Пусть они там разбираются. То есть это ихние проблемы. Нафига тогда типа фуру заказывать, правильно? Ну, офигеть можно. Так что присаживайтесь поудобнее. Поудобнее, да, поудобнее. Да, в общем, просто присаживайтесь. Неудобно, присаживайтесь. Чай, кофе, капучино, что у вас там есть? И поехали. Скорая кому-то стоит, для кого-то. Мы едем дальше, ребят, нам на 9 утра, сейчас 7. Ехать как бы недалеко, но можем в пробку попасть, а можем и не попасть. Будем посмотреть. Блин, светофор. Вот нафига здесь светофор поставили? Я вот... там автобус выезжает. Блин, и все. Вот автобус выехал, и нам теперь стоять на этом светофоре. Здесь вот слева, видите, идут железнодорожные пути. И дальше море. Вот за путями сразу же море. И здесь очень часто возле этого забора собираются люди, которые фотографируют либо снимают на камеру поезда. В Японии это отдельная прям чуть ли не культура, я не знаю. Но их много вот таких вот фанатиков. Вот сейчас их нету, они в основном рано собираются, может в 5 утра там. Вот как только начинает светать, они обычно здесь собираются, тем более солнце оттуда восходит. И они здесь собираются и, делают красивые фотографии. Их прямо много вот бывает. Бывает, едешь, смотришь, их прям все забито вот этими вот фотографами, которые фотографируют просто поезда. Они могут здесь все утро простоять. Ну, прикиньте, в 5 утра вот они просыпаются во сколько? В 4, наверное, чтобы в 5 быть здесь, для того, чтобы сфотографировать поезд. И, много таких фанатиков на самом деле. Очень много. Если вы в Инстаграме или где-то на японском языке ведете трейн или денча, вот, то вы увидите очень много всяких фотографий, видео поездов. Это вот такие вот фанатики фотографируют, снимают. И в Ютубе также есть каналы, и у них там довольно много просмотров. У меня Лео, ему нравятся вот поезда, и он в Ютубе частенько просматривает вот такие вот каналы, где просто поезд едет, проезжает мимо. Просто вот видео из нареза, где поезд проезжает мимо. Так, а у нас велосипедист. Сейчас попробуем его сделать. Блин. Нормально сделали. Велосипедист прям по дороге едет, конечно, такое. Еще и одна полоса у нас здесь. Дорога довольно такая оживленная, очень даже, вот это. И ехать, не по тротуару, как бы, я бы не стал бы, серьезно.
Вроде как мне кто-то писал, да, что на велосипеде вообще по правилам в Японии нельзя ездить по тротуарам, но все ездят по тротуарам. Вот, поэтому и я езжу по тротуарам на велике. Поэтому я не совсем понимаю вот этих велосипедистов, которые едут, ну вот в опасных, по крайней мере, местах. Я понимаю вот эти велосипедисты, которые тулят там 60 км в час, да, они хоть могут как-то с движением слиться. А вот эти, которые медленно едут и вот по такой вот, дороге, ну такое себе удовольствие на самом деле, я бы не стал бы. Все, а у нас опять красный свет, там вообще, смотрите, какой этот, откуда они выезжают. С подвала с какого-то, с подземелья. Все, едем медленно, так как уже 7 утра и люди едут на работу, все сонные. Вон магазин Honda с мотоциклами. Все вон двигаются на работу, посмотрите. И двигаются медленно почему-то, вот они на работу именно. С утра медленно, потом целый день они вообще, японцы, они ходят очень быстро. Кто не знает, они реально вот, у них даже вот, скорость обычной ходьбы, она выше, чем у нас, допустим. Я не знаю почему. Вот. Ну, я тоже такой, у меня, ходьба довольно быстрая, да, там. Я не могу медленно ходить. Хотя иногда могу, там, когда подвыпивший, да, хочется в развалочку. А так вообще, вот, хожу быстро я. Вот. И, наверное, я с японцами сливаюсь в этом плане. Но с утра вот они почему-то вот даже на машинах, медленно. Ну, на машинах они всегда медленно ездят. Тут, да, вот они ходят быстро, ездят медленно. У нас же все наоборот, да, ездят быстро, ходят медленно. Ну, вон, пошли. Ну, вот этот, он уже проснулся, видимо, давно, потому что он быстрее пошел. Ну, вот как-то на работу они медленно, видите, не хотят на работу идти. А я тут читаю комментарии. Так, значит, вот кто-то пишет, я не дальнобой, не знаю очень много вещей. Но есть пара соображений. Узкие дороги более безопасные. Они на уровне прошивки заставляют водителей легковушек ехать медленнее и аккуратнее. Ну, в принципе, наверное, да, я думаю. Авария, которая может быть на узкой дороге, мне кажется, так это зеркалами стукнуться. Это вообще не опасно, то есть. Ну да, наверное, узкие дороги более безопасные. Соглашусь. Так, командор ведущей колонны, который едет медленно, своими действиями предотвратил затор. Ну, тут фиг его знает. Ну, про узкие дороги это точно. Так. Вот, всем привет. Совершенно случайно некоторое время назад обнаружил в Ютубе Сашины видосы. Это просто чудо какое-то. Ничего другого и смотреть не хочется. Ой, спасибо большое. Приятно. Так, еще заработал. Нужно тачку возле строек в Японии оставлять, а потом деньги требовать. Нет, мне кажется, это не совсем так работает. Во-первых, тачку нельзя ставить где угодно, да. Если ты машину поставил в неположенном месте где-то, да, для стоянки, то вряд ли тебе кто-то что-то где-то это вернет. Хотя фиг его знает. Но у меня там ситуация вот по поводу машины, да, что мне строительная компания оплатила. Там, во-первых, прежде всего играет роль, что это моя машина стояла у нас на фирме, да. Это вот самое главное. Что это, мол, и я не напрямик им жаловался, что, мол, они мне машину, а через своего начальника. То есть это конкретно от нашей фирмы был им запрос, понимаете, да? Что, мол, наша фирма, мол, наши сотрудники что-то потерпели, да, как-то пострадали от этой стройки. То есть это совсем на другом уровне, ребят. Я так думаю, честно, я не знаю. Но, да, тягомотина была около месяца, если не больше. Вот, то есть с самого начала и до самого конца, пока я не получил деньги, это около месяца, даже больше прошло. На самом деле довольно, мне кажется, быстро. Я как бы никуда не торопился. Ну, я думаю, что это на уровне, что фирма, да, рядом компания, то есть рядом со стройкой наша компания.
И с компанией конкретно пошел запрос, вот. И поэтому наш начальник и всем и говорил, всем, да, ребята, у кого что там, появились какие-то царапины или что-то типа этого, говорите, все туда будем это самое высылать, на эту стройку. То есть это не, мне кажется, я как не частник, а уже более от компании. Я так понимаю. Я вот всех этих нюансов не знаю, на самом деле, как это все это произошло. Вот. И мне это даже не интересно было, на самом деле. Но как есть, так есть. То есть выплатили. Нормально, на самом деле, выплатили. Компенсировали мое недовольство. Друзья, немножко информации для тех, кто интересуется покупкой автомобилей. Я знаю очень хорошую фирму. Это не только реклама, но еще и моя рекомендация для вас. Фирма называется Japan Auto. Ребята занимаются этим уже больше 10 лет. Покупка автомобилей из аукциона в Японии, Южной Корее и также Китая. Их преимущество – прозрачная схема расчетов, удобная схема покупки, гарантия надежности, доступная стоимость. То есть они подберут автомобиль по вашему бюджету, просто идеальный для вас. Вы им позвоните, договоритесь с ними и с ними же выберете автомобиль с аукциона в Японии или там Корее или даже Китая. Ребята, у них есть YouTube канал, где они часто выкладывают свои видеоролики с автомобилями. Также на YouTube вы можете прочитать отзывы их клиентов. Там постоянно пишут люди. У них очень много постоянных клиентов, которые постоянно покупают. Также у них есть телеграм-канал и также есть веб-сайт. Руководителя фирмы зовут Роман Андреевич. Это мой хороший знакомый. Звоните ему. Все ссылки на их YouTube-канал, телеграм-канал и веб-сайт я оставлю в закрепленном комментарии и также в описании к данному видео. Звоните, выбирайте, покупайте. А мы едем дальше. Так, привет. Почему все в масках? Тесть, молодец. Ну в масках это у нас культура такая уже. Наткнулся на тебя спонтанно. Видос очень понравился. 1 час пролетел, как будто 10 минут. С 8 класса хотел и до сих пор хочу переехать в Японию. А вот тут какая хорошая рутина. Осталось сдать только на Е. В Японии нету категории Е, так как С уже имеется. Опыта набраться, само собой, накопить и переехать в страну мечты. Ну, вы зря вы так пишете. Я так понял, что вы категорию Е у себя в стране собираетесь открыть, а в Японии она вообще просто буква на какой-то бумажке. И все, вам придется здесь переучиваться и сдавать на права. И опыт нужен именно в Японии. То есть фирмы все, они не смотрят то, что вы скажете, я там ездил где-то. Они, во-первых, это не смогут проверить никак. А во-вторых, им это даже не интересно. Потому что опыт в Японии это не только за рулем ездить. Это умение общаться. То есть знать культуру. Вы приезжаете часто на заводы. Эти заводы являются нашими партнерами, да, нашими клиентами даже. И вы должны разговаривать на уровне, как вы разговариваете с клиентом. У японцев вообще есть несколько уровней языков. И когда разговариваете с клиентом, там совершенно другой уровень. То есть это надо учить, ребята. Это я так просто не могу объяснить, но надо очень вежливо. То есть это другой уровень языка. Это не так, как я с друзьями общаюсь, и даже не так, как я общаюсь со своим начальством на работе, да. То есть, здесь нужно знать. И японцам это очень важно. То есть, если ихний сотрудник, который не умеет вот так общаться, да, вот они взяли водителя, который не умеет так общаться. Если он так не умеет общаться, сразу скажу, это уже для японцев это, наверное, быдло какое-то, понимаете, да? Да, они понимают, что ты иностранец, они дают какую-то скачуху, но некоторые требуют, вот. То есть некоторые, им все равно, что ты иностранец, ты должен, понимаете, да, уметь так работать. Это тоже входит в твои обязанности. Это само собой просто, это включено изначально. Так что именно опыт по Японии нужен. А те фирмы, которым не нужен вот этот опыт, это сомнительные на самом деле фирмы. То есть в таких фирмах можно набрать опыт. Но все равно, мне кажется, минимум вид на жительство нужен.
По крайней мере, вот у нас, на нашей работе, просто для того, чтобы ты в порт заезжал, тебе нужен минимум вид на жительство, чтобы тебе дали пропуск в порт. Просто с визой не дают пропуски. А вот есть всякие 10-тонники там или другие траки, да, ведь работы много разных, то да, я думаю, что можно устроиться. Мусоровозка, смотрите, едет, как всегда, чистенькая. Вот. А вот на мусоровозке, кстати, устроиться, ребят, это вообще тяжело. Прикиньте, тяжело на мусоровозке. И это считается как бы, ну, хорошая работа. Да, там неплохо платят, там очень хороший соцпакет. И пенсия хорошая, я слышал. То есть, ну, реально, вот это считается хорошая работа. И трудно попасть на нее. То есть, ну, иностранцев я вообще не видел там, конечно же. Как и на полуприцепах, допустим, иностранцев я, ну, может, несколько раз. Я араба одного вижу иногда. Он работает в арабской одной фирме по разбору автомобилей. И вот он ездит на полуприцепе, на контейнере. Вот. Ну, у него по-любому вид на жительство есть, потому что он же в порт заезжает. Вот. Минимум вид на жительство, а может и гражданство. Вот. Но араба вот вижу иногда. И все, по-моему. Я, то есть, иностранцев на полуприцепах именно, ну, практически не видел, можно сказать. Вот на траках, на 10-тонниках, может быть, несколько раз за все время видел. Вот. Еще я слышал, какой-то американец, я уже давно слышал за это, может, он уже не работает, какой-то американец где-то в Осаке работает тоже вот на контейнерах, может, работал, но я его так и не встречал, вот, только слышал за него. Ну, то есть, представляете, да, если я слышал за одного американца, который работает рядом, ну, в другом городе, в Осаке, да, рядом город, и если я за него слышал, я понимаю, что и он за меня слышал по-любому. То есть, если это так происходит, значит, нас очень мало иностранцев, понимаете, да? Сейчас проезжаем просто куча автосалонов. Это я вам уже это все показывал. Corolla автосалон, дальше Nissan, дальше Honda, там Daihatsu. И пошло-поехало. Здесь прям рынок такой, авторынок. Я здесь часто проезжаю, здесь часто ценники смотрю, что почем. Эти кайкары, да. Что это за Nissan? Я не знаю. Nissan. Used car написано, то есть как она, блин, БУ машина. И сколько вот она стоит? Вот это вторая, которая идет. 1 лям 50 тысяч йен. То есть лям йен, короче. Дальше вот эти вот, ну, то были электрички, это эти ноты. Nissan пошел, вон. Короче, здесь вон Daihatsu дальше. Дети в школу идут. Все нормально, короче. Так, читаем дальше комментарии, пока едем. Что-то мы едем, как-то доехать не можем, хотя бы до байпаса, который уже без светофоров будет. Что-то мне это не нравится. Мне на 9 утра, блин, мне надо успеть же как-то так. Какая-то фигня получается, если я не успею. Так, вот еще комментарий вот читаю. Саша, здравствуй, смотрю тебя всего лишь месяц. Очень приятно тебя смотреть. Спасибо. Так, может, я не первая с этим вопросом. Исходя из этого видео, но все же спрошу. Ты сказал, что в Японии нет подписи, а имя и фамилия. А как ты подписываешь документы? Твое имя как-то переводится на японский? Или... Ну, так и подписываю. Имя и фамилия. И мне на работе очень часто приходится что-то подписывать. Имя и фамилия. На работе вообще я пишу там название фирмы, фамилия и номер машины. Все. То есть на работе у нас так надо делать. Это является подписью нашей. Да. Вообще обычно печать есть, у каждого есть фамильная печать. То есть печать, на которой фамилия написана на японском языке. Вот. Или это самое, или просто, ну, подписью. Вот тогда в этом, вот когда я получал эти деньги, да, от строительной фирмы, мне сказали принести печать. Вот. Печать, кстати, мне кто-то написал, типа, да, вот когда я платил за за жидкое стекло,
И мне кто-то, ну, и я расписывался, и вот это сказал, да, что нету подписи, есть имя и фамилия, но это и является подписью. То есть, и мне кто-то написал, а почему печать, типа, у тебя печати нету? Нет, у меня есть печать, просто ее не надо везде таскать. Я вообще, блин, не слышал никогда, чтобы кто-то с собой везде эту печать с собой таскал. Это просто заплатил в магазине, не надо в таких случаях печать с собой брать. Печать обычно надо в каких-то документах именно, когда ты подписываешь, тебе надо ставить печать. И то не всегда, там, я вот не могу понять. Как? Ну вот, допустим, со строительной фирмой, да, я должен был расписаться, что, мол, я от них получил деньги, и, мол, это самое, ну, за что там все было расписано, за что деньги там, мол, все такое. Вот, и также адрес должен был свой написать, там, номер телефона, то есть все это самое. И вот печать, они мне сказали принести печать. Вот. Печать это просто такая маленькая круглая фигнюшка, на которой, а вон у меня, по-моему, с собой есть, ребят, сейчас я не буду показывать, что там на ней написано, но я покажу просто, как она выглядит. Вот она, вот такая вот штукенция, понимаете, да, вот сюда нажимаешь, ну все как обычно, и там она вылазит, печать. Все, обычная печать, маленькая такая, вот на ней моя фамилия там написана. То есть я ставлю, и фамилия японским этим катакана. Вот. Катаканой, да, так правильно. Будет написана моя фамилия. Вот эта печать называется. В Японии есть, по-моему, у каждого печать, что ли. Я не знаю, и у иностранцев, у всех есть, по-моему. А может и нет. За иностранцев я точно не знаю, вот. Серьезно. Я даже не помню, когда она у меня появилась, эта печать. Ну, давно очень. Так, проехал с ветерком с тобой, повидал Японию, спасибо. Ну и вам спасибо за комментарий. Сейчас проезжаем этот завод КАТ, вот это, да, или как КЭТ, там, КАТ, Caterpillar, или как он правильно по-русски, я не знаю. Вот, довольно такой большой завод. Это здесь они выпускают вот эту вот, по-моему, это американская техника, да? Ну, делают, видите, как видите, в Японии. Вот он завод, где выпускают это все. Вот сейчас будем проезжать. Мы уже проезжали в каком-то видео, я вам это уже показывал. Вот. Ну, я с учетом того, что, может, вы не видели то видео. Вот она, главная, проходная вон этого заводика. Вон всякие трактора стоят там, видите, да? Комбайны и все такое. Блин, уже 7:30. У меня 1,5 часа до места. Я выехал в 6:30, получается, да, примерно. Ну, может, в 6 там с чем-то, короче, в 6:30. Девушка поехала, причем симпатичная, на 10-тоннике. Так, в 6:30, вот посмотрим, за сколько времени мы доедем. Тем более, что нам ехать около 70 километров. Вот, то есть по-разному, видите, все зависит от времени, во сколько выезжаешь. Если это утро, ребята, просто... Если бы я выехал в 7 часов, то я 70 бы километров проехал бы часа за 3, может быть, больше. Потому что в 7 утра это, ну, жесть просто. Здесь все стоит просто. Они все стоят. Никто никуда не едет. Те, которые пешком идут, они быстрее намного доходят, чем на машине. Дети в школу идут. У меня машина скрипит реально постоянно просто. Я уже настолько привык к этому скрипу, что, наверное, без него я уже, ну, начну что-то проверять. Что-то здесь не то. Звуков не хватает. Так, у тебя на левом боковом зеркале прикреплено еще зеркало снизу. Ну да, есть. Это в Тойоте. Ну, в Харьках оно везде. Зачем? Вроде же есть обзор камеры 360. У меня нету 360. У меня только задняя камера. Еще вопрос. На SUV микриках в Японии без обзора 360 ставят третье маленькое зеркало. Значит, третье маленькое зеркало, вот, допустим, на Хайсах, да? Или даже не на Хайсах, а на Альфардах, насколько я слышал. И на Хайсах, наверное, тоже. Это насколько я слышал. Сзади стоит на заднем вот этом стекле, да? Стоит зеркало дополнительно, именно сзади которое. Оно, ребята, оно вписано, по-моему, в техкнижку, это зеркало. И без этого зеркала
этот Хайс или там Альфард, он не пройдет техосмотр. Понимаете, да? Некоторые, которые снимают это зеркало, они потом его прикручивают на техосмотр. Либо же они проходят техосмотр там, это самое, ну, как-то у своих там знакомых или типа того. Есть, допустим, если вы купили в каком-то автосалоне машину, да, и вы можете с ними договориться в автосалоне. Ну, так как вы уже являетесь их клиентом, но это не в каждом. Допустим, в Тойоте, ну, у официалов ты так не сделаешь. А вот, допустим, возьмем вот этот Гулливер, да, вот это автосалон, который продает разные абсолютно машины. Вон Mazda, там, Nissan, Honda, там, все такое. Я не знаю конкретно за этот, но я имею в виду на пример, да, чисто для примера. Вы покупаете здесь машину, и вы с ними можете договориться, что, мол, я поставлю там какие-то тапки, да, которые будут выпирать из арок, допустим. А это с этими тапками вы техосмотр не пройдете нигде. И вы им говорите, я поставлю вот эти тапки, можно ли я у вас буду проходить техосмотр с этими тапками? И они, так как вы их не клиент, они могут согласиться. Они скажут, да, хорошо, но в случае чего, типа, да, ну, то есть ты будешь проходить техосмотр с этими тапками, все. Но в случае чего, если вдруг, то есть вы попадаете где-то в аварию, там, да, и полицейские увидят, а у тебя диски там, типа, они не подходят, там, да, ну, типа, нельзя такие диски, то ты должен сказать, что ты эти диски поставил после того, как ты прошел техосмотр. Вот, ну, то есть по-хитрожопому. Это я опять же говорю, это не везде, не в каждом автосалоне, и в этом, может быть, такого нету, то есть, я не знаю, но есть автосалоны, в основном маленькие такие автосалоны, где можно так договориться. Также вот за тонировку на окнах то же самое, либо вот даже вот это вот зеркало сзади, которое... Вот я смотрю, вот у этого Хайса нету сзади зеркала, скорее всего, у него по штату его нету. А может и есть. Там возле верхнего стопа я вижу какую-то пимпочку маленькую. Скорее всего, это от зеркала. Значит, снял зеркало. А вот это вот впереди, которое на капоте зеркало дополнительное, вот его, по-моему, по штату типа можно снимать. По-моему. Я, честно, этих нюансов не знаю, но, по-моему, вот то, которое на капоте, можно снимать, а вот которое сзади нельзя. По-моему, так. Ну и то, полиция, то есть никто ничего не будет тебя трогать, а просто техосмотр только не сможешь пройти и все. Или на Альфардах нету этой, да? Я вот сейчас смотрю, вот Альфард первый, второй проехал. Значит, только у Хайсов, что ли. Сейчас посмотрим у этого Альфарда. У него нету. Значит, у Альфардов нету, да. Значит, у Хайсов только. Хайсы, у них вот это вот сзади дополнительное зеркало. Может быть, на новых машинах уже нету. Я вот, честно, я не знаю за эту фигню. Ну вот, я слышал за это зеркало просто, и все. Говорю вам то, что слышал, да. Это даже не официальная информация, а просто насколько я слышал. Так, спасибо за видео. Всегда смотрю с удовольствием и радостью, как вы отдыхаете с семьей. Респект, бро. И тебе, бро. Спасибо, бро. Хорошее правило. И кроме этого я заметил, что ночное освещение по обочинам дорог очень выборочное и неизбыточное, так как это не обязательно и по большому счету затратно. Да, кстати, очень много дорог не освещенных. Это вот за городом. Вот сейчас мы будем выходить на байпас. Это как трасса такая бесплатная. Это как платная дорога, только бесплатная. И вот там нету ночью освещения. Вот. Очень много дорог вот таких междугородних, да, межгород, которые идут. На них нету освещения. Это да. То есть вы сами своим светом должны пользоваться. Наверное, не нужно. Я не знаю. Ну, просто если бы это была необходимость, они бы по-любому осветили это все. А так, ну, как видите, нету. А вот в России еще разрешен китобойный промысел на Чукотке. Вот вам, пожалуйста. А я вам говорил, да, что всего вроде 2 страны. Ну вот, видите, в России разрешен. Разрешено китов дубасить. Вот кто-то написал, правда, что в японском языке нет буквы Ш, то есть суси, а не суши. Йосико, а не Йошико. Нет, неправда. Я жену называю именем именно как ее и папа, и мама ее называют. Йошико. Вот.
и суши. Суши, вообще правильно. Йошико. Суши. Нету конкретной ши, да, суши. Но и си тоже нету. Есть суши. Вот как слышите сейчас, так и понимаете. Суши, йошико. Не, йошико, наверное, так и будет йошико. Хирошима. Не Хиросима никак вообще. Но я уже за это говорил. Так, ну вот здесь, ну вот с хрена ли ты так, дядя, стал? Ну разве можно так, а? И стал же, блин, посередине прямо. 161 иена на заправке. Я уже говорил, бенз упал. Немножко упал. Ждем еще падение, еще больше. Хотелось бы. Йен так по 100 лучше всего. Вот мы выходим на байпас. Ну вот здесь, видите, есть освещение. Сейчас чуть дальше проедем. Здесь просто как перекресток, типа, ну не перекресток, а как выезд на дорогу. Здесь есть освещение. И вот сейчас можете заметить, что оно вот здесь вот и заканчивается. Все, дальше нету столбов с освещением. Видите? Ночью, то есть здесь все, нету столбов, освещения здесь дальше нету. Ночью здесь темно. Только от машин все это самое. Ну и плюс вот эти вот катафоты, которые установлены, они каждые там где-то 10 метров или что, установленные здесь на отбойнике катафоты. И справа, вот видите, круглые такие, они даже крутятся от ветра. Вот. И справа, и слева. И ты когда едешь, естественно, ты пользуешься фарами, а у тебя светятся вот эти вот отбойники сами. Ну, катафоты, да, вот эти. То есть прекрасно видно дорогу. Нет такого, что тебе где-то что-то не видно, неудобно или как-то некомфортно вообще. Все, едем пока 80. Пока полет нормальный, серьезно, вообще. Прям приятно удивлен. Пробки нету, хотя вот там начинается что-то там уже. Какое-то это самое стояние, блин. Вижу фары уже, ну эти стопы загораются впереди. Здесь вот знак, видите, висит, мол, дети спят. Ну, знак спящего ребенка. То есть здесь идет частный сектор. И, ну, мол, пожалуйста, не сигнальте. Это к этому. Это не запрещающий знак, а просто как показывает, что здесь, пожалуйста, ведите себя тихонечко. Хотя в Японии сигналом пользуются, ну, крайне редко вообще. Крайне редко ты можешь где-то услышать сигнал, да, звук сигнала. Японцы, они очень уважают собственное пространство каждого человека, окружающих вообще. Поэтому, то есть, у них даже не положено разговаривать даже вот в метро в каком-то, да, ну, не принято разговаривать громко или даже шепотом. То есть, бывают, да, разговоры, но они тихонько там перекинутся пару словами и все. То есть никто не едет, не лялякает вообще в метро, в общественном транспорте вообще. Этим японцы, кстати, очень отличаются от китайцев. Потому что китайцы, вот их видно здесь сразу, ребят. Они ведут себя совершенно иначе. Китайцам пофигу, абсолютно пофигу на окружающих. Они могут орать, могут, блин, ну такое. Это китайцы. Его видно сразу вот в Японии, китайцы. Заметно. Я как бы определяю по одежде, но по поведению там сразу видно. Китайцы, они наглые, это совершенно не японцы. Японец, он там, блин, 100 раз извинится, хоть он ничего не сделал. А китаец, наоборот, сделает и не извинится. То есть, наоборот, все. Все, начинаем стоять, мне кажется. Пробка. Трындец. 7:50 времени. Я надеюсь, что мы успеем. Блин, насколько ж пробка. Да не надо вот этого. Ну тут типа красным совсем немного, и потом желтым идет, потом опять красным, а дальше уже зеленым. Блин. А нам тут совсем немножко. Я вот попытался проверить место, куда мы едем, и Google карта мне просто написала «да ну на». Вот что бы это означало, я не знаю. Потому что там, ну трэш вообще, сейчас посмотрим.
да ну на, мне вот это вот не нравится. Так, а здесь двустороннее движение еще. Да ну на, в натуре. Как я тут поеду, двустороннее движение? И вот мне надо вот сюда, прикиньте, вот здесь развилка такая. Не знаю, видно вам или нет. И мне надо вот сюда, там, где велосипед еле проедет. Да ну на! Ну, короче, будем ехать. Не знаю, слава богу, у нас 20-ка прицеп. Ну, у нас ничего больше не остается, как ехать. Поэтому да ну на сегодня будет полнейший. А пупеть. Опять у нас пробка. Блин, все стоит. Жестко, конечно. Какой-то фольц у нас перед нами. Такой заниженный на тапках. Вот. А перед фольцем целика тоже заниженная, тоже на тапках. Такая красивая вроде бы. Двух цветов она, двухцветная. С такими арками широкими. Это целика. Как бы объехать эту пробку, а? Вон целика перестроилась. Надо за ней туда нырять. Так и сделаем. Оп, сюда. Блин, трындец, конечно. Трындец подкрался незаметно. Все, будем куковать. Теперь в этой пробке можно дальше комменты почитать. Кто-то написал вот: завязывай ихнить уже. Сколько можно? Вот мне нравится, когда люди пишут о моей безграмотности и пишут с ошибками при этом. Это весело. А что насчет пленки? У вас машины пленкой покрывают? Помыл, полирнул и в прозрачную пленку закатал, про сколы забыл. На фары тоже бронепленку налепить. Ну, пленкой у нас покрывают. Я думаю, что это очень дорого стоит. Это очень редко покрывают пленкой. В основном это какие-то, ну, дорогие машины. Там всякие Rolls-Royce там, и так далее. И то не все этим занимаются. То есть это крайне непопулярная тема вообще. Это еще найти надо. Пленкой редко. В основном японцы, они покупают эти машины, вот такие вот, да. Это обычные машины, максимум на 10 лет. И нафига ему пленка? Он через 10 лет ее продаст. Она через 10 лет считается старой машиной. Также у меня спрашивают, да, как так, что машины приезжают, да, там, к вам с маленьким пробегом, а машинам там по 10 лет. Это реальность, да, в Японии реально мало ездят. Ну, допустим, у меня на Харьке уже там 90 с чем-то, или сколько там? Ну да, 90 с чем-то тысяч, получается так. Вот, и машине сколько лет. И при том, что я езжу часто, мы ездим на какие-то поездки, да, там, с палатками, еще куда-то там, по гостиницам. То есть мы катаемся. Вот, 90 с чем-то тысяч, а она 17-го года. Вот, смотрите, сколько машине, 8 лет, и за 8 лет 90 тысяч. Это даже много для Японии. Вот. То есть это потому, что я катаюсь. Очень много японцев, которые, они ездят по Японии, но они ездят в основном на общественном транспорте, там, на поездах, там, на самолетах. А на машинах они далеко не ездят. В основном. Да, основная масса японцев. Так что на этих всех машинах пробег до 100 тысяч, это точно. Возможно, даже до 50 на многих. На большинства этих машин до 50 тысяч пробег. Я уверен в этом. Вот кто-то написал, вам делать больше нечего, что ли? Ну, по поводу этого жидкого стекла, что я покрыл машину. Вот кто-то задал вопрос. Тоже думаю выучить японский, уехать в Японию. Можешь подсказать актуальные работы в Японии на данный момент? Блин, да, работы много на данный момент. Устроиться не тяжело в Японии. Тяжело визу получить. Я уже говорил тоже много раз. Если у вас есть виза, которая позволяет вам работать, то проблем нету. А если у вас туристическая виза, то вас не возьмут на работу. Вот кто-то написал, у вас тырят колеса, зачем тебе секретки? Ребята, я, когда поменял колеса свои, да, у меня до этого были 20-е колеса. Это я вам расскажу историю за себя. 20-е колеса были. Хорошие, абсолютно хорошие, ни царапины, ничего нету. 20-е такие нормальные тапки.
Резина, правда, уже такая была поношенная, китайская. Вот, ну такая. Вот, я покупал машину вот с теми колесами. 20-е нормальные тапки, сами диски вообще в идеальном состоянии, просто как новые. Ну, так как я езжу, да, сами знаете, то есть там ни царапинки, ничего, еще и я покрывал их всяким жидким стеклом там и так далее. Вот я поменял колеса, и я долго не мог продать эти 20-е колеса, потому что резина, старая, поняли, да? В Японии они смотрят на резину прежде всего, когда покупают колеса. Вот, но я их все-таки продал в итоге. Так вот, пока я их не продал, они у меня лежали больше года, наверное, года 2 примерно. Лежали на улице, возле дома. Никем не охраняется вообще. Просто лежали на улице эти колеса, потому что у меня дома негде поставить. Меня ёшка там прибила бы. Вот. Лежали на улице, и никто их не тырил. Абсолютно. Никто на них даже не покушался. Лежали, да и лежали себе на видном месте, нигде не спрятанные. Просто колеса, 4 колеса, комплект. Бери, не хочу. Вот. Поэтому по поводу тырить колеса, я за это еще ни разу не слышал, чтобы тырили колеса. Почему секретки есть? Причем секретки, они втюхивают еще и самые новые, самые вот как мне, да, я покупал колеса. Мне втюхали самые новые, самые дорогие секретки. Вот, потому что, мол, другие секретки не подходят на твои колеса там по диаметру. Ну, болты идут вместе с секретками, комплект болтов. Да, другие болты не подходят. А вот эти вот самые новые подходят. Ладно, купил я эти болты. Так дело в том, что вот там, где я покупал колеса, там болты без секреток не продаются. Нету таких комплектов болтов, где нету секреток. Понимаете, да? Болты только с секретками. Везде, в автобаксе, везде, где ты не покупаешь болты, везде идут в комплекте с секретками. Везде. То есть секретки ставят не потому, что нужно, а потому что других вариантов нету никаких. Ты покупаешь по-любому с секретками эти болты. Вот и все. Это маркетинг. Это просто продают и все, чтобы вы деньги тратили. Ну, это я так думаю. Вот. Потому что, чтобы где-то кто-то колеса снимал, даже если я какому-то японцу расскажу, что снимают ли колеса, он просто удивится, просто, ты что, типа, колеса, блин. Это то же самое, что и магнитолы. Воруют ли магнитолы, типа? Он тоже удивится, блин, ты что, блин, какие магнитолы воруют? Зачем? Куда он их продаст, типа? Точно так же и колеса. Вот он снимет. Если я 2 года продавал, блин, не мог продать, и я их продал за 50 тысяч йен, то есть это вообще копейки для этих колес. Вот, потому что это БУ. Вот, и неважно, если царапины нету, БУ колеса, все, это уже БУ. И поэтому люди смотрят резина какая. Потому что резина стоит, блин, почти как колеса. Ну, если я покупал, у меня сейчас 21-е колеса стоят, я покупал их с резиной вместе, они стоили, по-моему, 250 тысяч йен. По-моему, так, если я не ошибаюсь. Ну, около этого. 250 тысяч йен. А просто резина стоит 1150, наверное. 120-150, вот примерно вот так. Просто резина без колес. То есть полцены за резину. И это считаются недорогие колеса у меня. Резина, по-моему, Йокогама у меня. Я не помню точно. Или Тойо. Наверное, Тойо. Или Йокогама. Я не помню, ребят. Ну, что-то японская какая-то. Есть видео, если что, как я покупал колеса, можете поискать. Я вот здесь даже оставлю это самое. Вот наверху здесь трынь, есть вот такая ссылочка, можете посмотреть. Блин, а мы что-то стоим и не едем. Это как-то меня настораживает уже. Время 8:20, мне на 9, а нам еще ехать. Надеюсь, что успею. Так, все, съезжаем с хайвея. И дальше по прямой. Мы все едем, друзья. Так, продолжаем читать. Так, продолжаю снимать про обслуживание автомобилей в Японии. Интересно, можно и про грузовики, спасибо. Ну, про грузовики, ребята, по поводу обслуживания именно, я этого сам не вижу. То есть мы отдаем на наше же СТО,
И там все делают, масло меняют. Они даже нас не оповещают об этом. Поменяли они масло, не поменяли. У нас идет ТО каждые полгода. Обычно это происходит в субботу, когда я выходной. То есть, ну, бывают субботы, когда я работаю, да, там заранее надо расписывать, когда ты выходишь на работу по субботам. Потому что по субботам обычно у нас выходной. Те, кто хотят, там заранее подписываются на это, чтобы по субботам, ну, не больше 2 суббот в месяц можно выходить. В субботу это прекрасный день для работы, потому что работаешь только до 12 часов дня. А засчитывается оно там, ну, хорошо очень засчитывается, потому что это выходной день. Вот. Но, короче, ТО происходит по субботам, когда ты выходной. Вот. И мы даже и не знаем, что они там делают. Меняют масло. Меняют масло, я так заметил, раз в год. Именно замена масла двигателя. Блин, а может и раз в полгода, что ли? Не, раз в год, мне кажется. Ну, там в зависимости от того еще, сколько машина накатывает км. Вот моя машина раз в год, по-моему, меняет. Вот видите, я даже точно вот не могу сказать, не знаю. Потому что все, что по техобслуживанию происходит, мы, ну, к этому вообще никак не касаемся. Сколько передач у робота? Ну, у этой 12 передач. Так, я работал на Hino 700, та же профи, только с левым рулем. КПП, так, 16. Так, там на 8 повышенной, при скорости 80, тахометр в желтой зоне был. Блин, а где у нас тут желтая зона? У меня только зеленая и красная есть. И все. Желтая, наверное, после зеленой перед красной, я так понимаю. Вот. Ну, я не знаю, на 8 повышенной при скорости 80. Ну, у меня 80 это уже 11-12 передача. Вот. Ой, блин. Левый ряд уходит налево, а нам надо прямо. Перестраиваемся. Перестроечка у нас. Чпоньк. Тихонечко. Раз. Сюда. Что у нас там по карте? Пока нормально едем. Ну вот уже подъезжаем практически. Нам надо будет развернуться и заехать там сразу. Короче, ребята, сейчас начнется квест. Как мы любим все. Куда ты на своем велосипеде, блин? Индус какой-то. Ну, черный такой. Ой, и этот индус какой-то. И вот 2 индуса, смотрите. Здесь, наверное, какая-то индийская община, что ли. Вот кто-то написал, а вы дома не готовите, что ли, борщ и пельмени? Ну, пельмени это вообще крайне редко, потому что их лепить надо. А борщ Ёшка периодически готовит. Частенько готовит даже, я бы сказал. Вот. Как свекла есть, так и готовит. Свеклу она часто покупает. Свеклу заказываем в интернете где-то. Я не знаю, она покупает. Потому что в обычных супермаркетах свекла не продается. А так борщ, конечно, едим. Ёшка умеет готовить борщ, и она умела готовить борщ еще до моего приезда в Японию. Это не я ее научил. Чтобы вы понимали, я вот как раз борщ никогда не готовил. Я люблю приготовить что-то покушать, но не борщ. Вот не знаю почему. А Ёшка, она готовит на кости очень вкусный, на ребрышках она отваривает, все, бульончик. Но она такой делает, вот как, ну, немножко не жирный, как бы, поняли, да? То есть бульон она не делает жирный. Так, у нас 8:35, ребята. Все, я взял правый ряд, нам надо будет разворачиваться совсем скоро. Главное не проехать этот поворот. И начнется квест. Квестулька такая небольшая. Блин, я надеюсь, что я проеду все-таки. Может, где-то придется это зеркало завернуть. Очень хорошо, что зеркало можно сворачивать. Это прям идеальная тема, вот серьезно. И подглядеть где-то можно, да, если не видно. Раз, зеркальце, оп, повернул, посмотрел. Четенько вообще. Еще у меня вот это вот нижнее зеркало, которое, оно у меня вообще, ну, там крепление плохо затянуто. Ее от ветра даже бывает, что меняет положение свое зеркало. Вот. Надо затянуть, а никак руки не доходят до этого зеркала. Все, работа. Так, а где у нас разворот? Что-то
что-то не нравится мне это все. Вот он, короче, ребята. Это что-то. С чем-то, блин. Посмотрите. Яй-яй-яй-яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Придется мне... Ой, я думал, она пропускает. Ну, не садись за руль, женщина. Прям вот надо плакат такой, это самое. Не садись за руль, женщина. Я уже придумал, даже вижу, как это все выглядит. Плакат этот. Ну, типа, как, знаете, стой, не бухай, типа, да, раньше плакат этот был. А это мой личный. Не садись за руль, женщина называется. Вот еще одна женщина, которая полезла, можно сказать, и еще одна женщина. А, ну нормально, они, кстати, проехали четенько. Трындец. Вот мне сюда надо. Хотя не, нормально. Не, проезжаем. Прикиньте, вот работа, да, у меня? Говорила же мама на гинеколога научиться. А ты куда, дядя, едешь? А, ты уже приехал, типа. Давай. Ну все, я... Вообще. А я боялся, представляете? Ну тут даже, блин, ладони не успели вспотеть. Как бы вообще. Махом одним. Раз и все. Так, куда мне там вставать? Где тут платформа какая-то? А вот же полуприцеп стоит, и причем длинный. Он же заехал. А что они сказали, что, мол, может быть, именно контейнер они имели в виду, не заезжал ни разу. Блин, не знаю. Они сказали фирму, что только грузовики 10-тонники заезжают, и все. Вот, типа, больше они никого не приглашали. Может, это первый, который сегодня заехал? Ну, вообще первый за историю, типа. Вот, который, видите, сейчас он, что он будет делать? Ну, он вырулит здесь же, правильно? Могу немножечко назад ему дать дороги. У него на этих кабина на двух осях. Да, нормально выезжает дядька. Все, выехал. Вырулил и выехал. Сейчас посмотрим, куда он будет выезжать. Чтобы я понимал, можно ли в ту сторону выезжать. Нет, он в эту, значит, и нам туда надо будет. Но почему-то он остановился. Пролазит он там? Да, типа нормально заехал. Выехал, точнее. Я, короче, в любом случае туда задом. Сейчас. Никто мне обычно, что-то они там машут руками там какими-то культяпками своими. Типа сюда заезжая. А здесь вообще этот грузчик просто ушел. Как будто пошел увольняться, типа. Там козырек крыши, блин. Опасная тема, козырек. Он нам не подходит по это. Да, он вообще низко вон висит. Так, я не попадаю туда, в эту дырочку. Или попадаю. Пошел, короче, узнавать. Так, ребята, зашел в офис. А они мне сказали, что в офисе надо только подписать бумажки. Они меня подписали уже. А ехать надо в другой. На другой склад. Короче, объяснили, как ехать. Здесь рядышком. Едем туда теперь. Блин, нафига это надо? Вот зачем вот эти вот квесты? Кто скажет вообще? Короче, это мне сейчас надо выехать вот сюда. Все, выезжаем. Там светофор загорелся. Выехать вот сюда, потом поехать на какой-то другой завод. Купить, конечно, квесты вообще. Здесь я перехожу на ручное управление, чтобы она не переключала передачи, потому что бывает, что переключает, когда вы, едешь на горку, начинает переключать передачи коробка, когда на автомате. Вот сейчас опять автомат. Когда на автомате начинает переключать коробка передачи и начинает тупить, и, в общем, доходит это до полной остановки иногда. Поэтому на ручное переходить. Все, здесь нам на светофоре получается прямо, потом направо, потом налево, и там до конца, типа, и там разгрузка.
Вот они придумали, да, вот сюда в офис заехать, потом... Это, кстати, церковь какая-то католическая. Видите? Короче, сюда заехать, чтобы просто расписаться, потом отсюда выехать и дальше по этим, козьим тропам. Вот нам туда, там, где откуда трак сейчас выехал, видите? Но там, она двухстороннее движение, но там для одной машины всего лишь место. И что делать? Ну, если там еще одна фура вот так будет ехать, как сейчас, то это, конечно, опа полная. Так, давай, светофор уже. Вот, у нас здесь нету зеленого. У нас есть мигающий красный, типа, это значит можно ехать. Так, фура, она едет налево или прямо? Прямо едет. Так, и нам надо вот сюда, вот, Вы, конечно, вообще круто придумали. Просто круто. Это типа вот сюда нам надо? Или куда? Да, нам надо вот сюда, ребята. Трындец какой-то. Подкрался просто незаметно. Посмотрите на этот наклон дороги. Офигеть просто можно. А я думал, у меня сегодня не будут ладошки потеть. Не, будут. Ну все, проехали, типа. И кто вот это вот придумал, а? Вот я даже не знаю, как назвать этих добрых ребят, которые здесь разместили свои заводы. Ну кто-то же разместил-то, да? Так, ты. Понял. Ты сюда. Куда мне ехать дальше? Он мне объяснил, здесь справа, типа. Короче, здесь справа что-то там, где-то тут. Кто-то на Майбахе здесь двигается, да, работник завода какой-то. Пожалуйста. Майбах. Так, а куда мне? Что? Вот куда он поехал? Хотя бы показал бы, да, там, Санек, давай сюда, там. А он просто уехал куда-то. Вот этот грузчик. Или это не мой грузчик? Я вообще фиг его знает. А, вон стоит один. И сзади меня, естественно, машина уже поджимает. Хотя здесь тупик. Куда машина едет, я не знаю. Запах здесь отвратительный вообще. Ужасный просто запах. Какую-то они, кожу здесь разгружают. Сейчас посмотрим, что именно мы привезли. Потому что контейнер у меня не вонял. Обычно кожа, когда она ужасно воняет, просто дохлятиной. Но я вот там смотрю. Вот там, может это не кожа, но какой-то материал вот на том грузовичке. Ну в запах вообще везде вот такое, видите, как, грязно. И запах стоит. Я вылез с машины и сразу же залез, короче. Я понял, что здесь везде, вонючий этот запах. Чтобы я не провонялся, я залез, короче. Сейчас подождем, они нас разгрузят. Я не знаю, быстро или медленно. Сейчас посмотрим. Обычно, я уже давно, даже час, давно нигде не разгружался. Обычно там 30 минут, это... Да какой 30? 15 минут, ребята, это среднее время разгрузки-загрузки у нас. Вот. Я не знаю, может японцы стали быстрее работать. Раньше как-то было и 2 часа там. А сейчас вообще такого нету у нас. Просто 15 минут, бывает и 5 минут. Не то что 15. Ну сейчас посмотрим, в общем. 25 минут прошло. Сказали, отъезжай. Запах реально противный прям. Что они, наверное, будут мыть еще контейнер. Скорее всего. Кстати, у меня в контейнере вот такие вот палеты, то есть никакая не кожа, ничего. Просто склад, я так понял, здесь со всякой хренью. А мы привезли нормальные продукты какие-то. Я не знаю, что это. Какой-то как цемент, что ли. Ну, такие мешки, да. Вот это вот мы привезли.
Так, а как мне выезжать? Я тут посмотрел, нам можно немножко по другой дороге. Вон они контейнер закрывают. Мне все равно надо проверить, закрыли ли они хорошо контейнер. Потому что, ну, мне ехать как-то это самое... Ну, стрёмно, да, они же могут проглядеть где-то. Это моя работа посмотреть. Вот, то есть, а здесь я не хочу вылазить, здесь все влажно и воняет. Я не хочу, чтобы у меня обувь провонялась, потом буду сидеть здесь в машине, попахивать. Так, все. Сейчас я отъеду по-любому контейнер. Проверю. Так, он сказал, что здесь прямо можно выехать. И опять на тот же светофор попасть. Сейчас разберемся, ребята. За 25 минут они раскидали все. А там фура вон стоит какая-то, посмотрите. А мне туда налево надо. Сейчас посмотрим, короче. Сейчас я здесь стану, контейнер быстренько взглянем. Все нормально. Контейнер закрытый. Так, я километраж зафоткаю сразу. Чтоб потом... Ну, потом писать буду. Так, нам тут вот тут налево, короче. И потом сразу туда, оп, и все. Поехали, друзья. Охренеть. Дорога, конечно. Вот здесь налево надо. Да, нормально вон помещаемся с этим траком. Это он, оказывается, ну, стоянка у него здесь. Так, выехали. Сейчас будем вызывать нашего туроператора. Так, Маск. Илон Маск. Маск, в смысле, Майерск, да, вот это. Фирма, куда мне надо, ну, в контейнерный терминал в какой. Охайо гузаймас, Джукио Шинрику дозу. Рюкайдес. Все, поехали обратно. У меня, кстати, сегодня я без обеда. Ёшка меня оставила, короче, без обеда. Так, здесь нам надо сюда. Все, светофор, блин, погорел немножко зеленым, и все. Вообще шляпа какая-то. Ну, не зеленым, он тут мигает, видите, он постоянно красным. Но когда мигает красный, значит можно ехать. То есть, почему именно красный мигает, а нету именно зеленого, да? Это, мол, ты должен... Ну, это что этот светофор означает? Это типа как зеленый, но при этом ты должен всех пропускать, кто едет. Вот, то есть и пешеходные, и машины, если которые едут. То есть должен, ну, осторожно выезжать на перекресток. Вот что имеется в виду. Вот что означает этот светофор. То есть это не если тебе именно зеленый, когда горит, ты можешь ехать не волнуясь, да, ну кроме пешеходов, естественно. То когда мигающий красный, то это значит ты можешь ехать, но осторожно, короче, и пропускать всех. Кстати, у нас заняло, да, мы если в 6:30 выехали, 2 часа заняла дорога, а проехали мы всего, сколько там км? Да, 70 километров. Я ровно сказал, да, 70 км проехали. И за 2 часа 70 км. То есть ехали 35 км в час, можно сказать. Вот, видите, опять мигает красный. Значит, можно выезжать. Но аккуратно, так скажем. Все, друзья, покатили. И сразу же светофор. Это Япония. Далеко не укатишь здесь. Здесь, посмотрите. Здесь вот кто-то живет, и у них сразу же парковочка. Да, вот здесь находится. Вот видите? Парковка сразу находится под окнами. И самое, что интересно, что вот это двери сразу. То есть это, я так понимаю, квартирка. Одна дверь, это одна квартирка. Следующая дверь, это следующая уже квартирка. И вот дверь, вон, видите, кто-то открывает. Но это, скорее всего, вторая дверь. Вон там парадная есть.
То есть он с двери сразу может выйти к машине, причем, ну там 2 этажа, скорее всего 2 этажа, вот, но узкая такая квартирка, то есть, поняли, да, в 2 этажа. Наверное, однокомнатная. То есть на одном этаже кухня, а на другом комната, я так думаю. Такая вот маленькая квартирка, представляете? И дверь сразу же на улице просто. Все, друзья, выезжаем опять на этот байпас, потом хайвей. И сначала у нас, конечно же, светофор, а потом только байпас и хайвей. Поэтому мы будем стоять на светофоре, как всегда, просто. Вот что в Японии стабильно, так это светофоры, блин. Это прям... И погода еще вот такая вот. У нас, кстати, сезон дождей. И дождь, ну, практически каждый день. Синоптики показывают там. Сейчас посмотрим. Ну, вот так вот. Ну, скоро заканчивается, типа. Еще раз, два, три, 4, 5. Еще 5 дней дождей, и потом все, типа. Финита. Финита ля комедия. 5 дней надо потерпеть, и все. И потом можно уже машину наконец-то помыть. Машина просто не просыхает, постоянно дождь идет. Все. Ой, дорога здесь ушатанная. Сейчас, смотрите. Сейчас будет. Колбаса сейчас будет. Да. Вот так вот. Понеслась. Все, проехали. Колбаску проехали. Так, что у нас тут с дорогой? Все нормально. Порядочек. О, все. И тулим вот туда и опять туда, короче. Все, заезжаем на хайвей. Так, карточку я вставил там, да, все нормально. Сейчас произойдет оплата. И уже по хайвею. Хочу остановиться еще купить кофе. Оп. Заплатили. Сейчас. Все, ничего не говорит. Ну, короче, заплатили. Точнее, не заплатили даже, наверное. А просто они считали, что мы заехали. И когда будем выезжать, уже тогда заплатим. Здесь же нету в Японии такого, как за километр, какое количество денег, такого нету. То есть хайвей работает, он везде по-разному вообще. Где-то бывает такое, что ты только заезжаешь, уже сразу заплатил. Где-то бывает такое, что вот как сейчас мы заехали, они просто считали, с какого места ты заехал. И где ты съедешь, вот тогда с тебя уже снимут деньги, в зависимости от того, где именно ты съедешь. То есть по-разному. Где-то какой-то кусок можешь дорогой проехать. Где-то какой-то кусок, который дешевый. Вот, то есть везде по-разному. Конкретно сколько хайвей стоит, нету такого понятия вообще. Вот показывает схему ближайших каких-то перекрестков. Не перекрестков, а разветвлений, да, развилок. Показала схему, и вроде пробок нету. Где-то там что-то было, да, красным мигало. Но это не особо. Так что нормально топить можно. Но все равно мы сейчас на парковочке стопорнем. Я хочу пойти пойти кофе выпить и, ну, кофе купить и по маленькой, короче. Сейчас увидите, сейчас 10:30, парковка будет полупустая такая примерно. Ну, просто пустая она не бывает никогда. А в смысле, места будут сейчас. Потому что если в 11:30, ребят, на эту парковку даже заехать, блин, нереально просто. Потому что все по расписанию, да, 11:30, обед. Все идут обедать. Вот они все, они пойдут обедать. Вот. А вот сейчас, видите, парковка. Мест дофига просто. Вот, видите как? Мы сразу же здесь и встанем. Вот. Между ребятками. Хотя там дальше место еще тоже было приличненько. Но мы здесь. Все, и идем за кофе. Надо зеркало. Рык. Этот же может выезжать потом. Так, а что взять? Такое. Ванила кафе какое-то есть. Карамель латте. Вот это возьму. Так, смотрим.
330, правильно? Раз, два. Так. 330. Весь стоппинг. Нигде ничего не написано вообще. Какие-то там обычно секунды, там, не знаю, монитор какой-то. А, вот здесь, типа, вот эта вот штука. Когда она, типа, полная, все, она, значит, открывается. Короче, запах есть уже какого-то латте. Вот оно все пошло. И крышечка есть. Все. 330 йен. Такая байда. Сейчас попробую. Сладкая. Кто любит сладкое, вообще очень даже класс. Холодненькая латте с карамелью. Прям карамель такая, ну, отдает карамелью, сладкая. Все, едем дальше, друзья. Друзья, не забывайте, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. И также пишите комментарии. Вот даже она говорит. Слышите? Да, пишите комментарии, говорит. Это помогает продвижению канала, и оно попадает в рекомендации тем людям, кто меня еще не знает. Да, вот. Это все зависит от лайков и комментариев. Ну и также время просмотра, конечно же. Кто не знает, вот чем дольше вы смотрите, тем YouTube, то есть алгоритмы YouTube работают. Они, вот, если люди долго смотрят, значит, им нравится, значит, это видео будет залетать больше людям, которые еще не знают, да? Все, можно разгоняться. Так, меня кто-то здесь пропустит, нет? Вот Маздочка. Сейчас Мазда. Или что это? Это не Мазда. Это Мицик. Какой-то Мицик. Я думал Мазда. Все, едем, друзья. Все, приехали, включаем аварийку, естественно, потому что, вот видите, впереди тоже с аварийкой. Это так положено на хайвеях, чтобы сзади никто не втютюнькался в нас. Просто чтобы издалека, да, водитель видел. Ага, с аварийкой чешет. Все, значит, надо притормаживать. Так, у нас тут... Что, 30 минут? Да нет. Разве к нам относится 30 минут, типа? Сейчас посмотрим пробку. Да, к нам 30 минут нам ехать до съезда. Хотя тут вообще рукой подать. Блин, 30 минут. Ну, в принципе, мы, короче, как раз приедем в терминал и станем на обед. Вот. Надо же обед купить какой-то. У меня же ничего с собой нету. А я знаю, где можно обед купить. Все, съезжаем с хайвея. Реально, реально 30 минут заняло. Как и написано было на табло. Полиция стоит. Вижу. Полиция стоит. Ловит на знак стоп. Вон они там в зеркале виднеются. Так, а теперь идем вот к этому автомобилю маленькому. Для того, чтобы купить покушать. Вон он сидит, мужичок. Все, идемте. Нужно деньги взять с собой обязательно. Он без денег не дает еду, представляете? Идемте, вон мужик чешет тоже туда же. Так, а деньги у меня есть? Есть. Все, идемте покупать. Эй, конча. Караги он, 600 йен стоит. Сейчас покажу, что это. Мы сразу станем в очередь и я начну кушать, потому что мы уже приехали, как бы. Машин нету, зашибись. Оп, оп, оп. Так, поехали в очередь и оттуда уже, и там уже станем. Все, друзья, становимся в очередь и будем смотреть, что у нас тут, значит, есть. Значит, супчик они поставили мне туда, горячий супчик. Вот он. Это мисо-суп. Давайте сразу попробую. О, хорошо как. Ой, вообще замечательно. Дальше у нас здесь рис, тоже горячий. И
караги, это то есть жареная курица. Вот, а палочки он, да, положил. Я уже испугался. То есть жареная курица, кусочек маленький омлета, здесь типа оливье, ну какие-то овощи, короче, и рис, и супчик. Всем, кто тоже ест, приятного аппетита. Сейчас поем, ребят, отдохну. У нас час 10 времени. Отдохну и поем уже в терминал сдавать контейнер. Все, друзья, заезжаем в терминал. Наша очередь подошла. Передо мной было, не знаю, машин сколько, 10. За 10 минут 10 машин заехало. У нас это быстро. Очень даже быстро решается вопрос с 10 машин. Остановились пообщаться. Редко в Японии такое увидишь, блин. Остановились потрындеть. Джукюшин Рику дозу. Рюка здесь. Все, друзья, вот и закончился на сегодня наш небольшой трип. Надеюсь, вам понравились приключения Сашки и Пончика. Приключения Шурика в Японии, точнее, да. Надеюсь, вам понравились. Не забывайте, ставьте лайки, пишите комментарии именно в Ютубе, потому что, вы же знаете, да, мои видеоролики выходят только в Ютубе. Ставьте лайки. Всего доброго, друзья. Всем пока. Пока-пока. Пока.